В начале 2000-х годов в одном из районов ЮАР произошло сильное наводнение, которое нанесло значительный ущерб. Фермеры были в ужасе, видя затопленные поля и погибший урожай. Местами можно было наткнуться на трупы погибших животных. Власти прилагали все усилия, чтобы исправить ситуацию, но успеха не добились. Однажды местный рейнджер по имени Тони Жубер шел по берегу реки и заметил что-то необычное в воде. Подойдя поближе, он ахнул. Перед ним оказался маленький детеныш гиппопотама. «Боже мой!» — воскликнул Тони. «Как ты сюда попал? Ты совсем маленький. Тебе всего несколько часов, максимум дней. А где же твоя мама? Вероятно, она погибла. Что же с тобой делать? Оставить тебя нельзя, ты не выживешь один. Ладно, возьму тебя с собой, другого выхода нет». Тони взял маленького бегемотика на руки, отнес его в свою машину и помчался искать ближайшего ветеринара. К счастью, добрые люди подсказали ему, где можно найти хорошего врача. «Это девочка», — сказал врач, осмотрев найденыша. «И без должного ухода она не выживет». «Что думаете делать?» «Возьму ее к себе», — ответил рейнджер. «Раз ее мамы, скорее всего, больше нет, то ее мамой стану я». «У вас доброе сердце, мистер Жубер. Бог наградит вас. Сейчас я дам вам рекомендации по уходу и кормлению». Получив все необходимые советы, Тони забрал своего необычного питомца домой. Он и вся его семья быстро полюбили маленькую гиппопотамшу, которую назвали Джессикой. Когда Джессика выросла, хозяева отпустили ее в реку. Но бегемотиха не забыла своих спасителей и каждый день приплывает к ним. Тони признался, что она распугала всех крокодилов в округе, и теперь он с женой может спокойно купаться. У Джессики особенные вкусовые пристрастия, она обожает пить чай. Тони специально для нее заваривает несколько литров любимого напитка. Кроме того, Джессика любит смотреть телевизор. В детстве она делала это вместе с хозяевами, но теперь, из-за размеров, попасть в дом не может. Для нее выкопали специальную траншею, где она лежит и смотрит телепередачи или фильмы. Хотя бегемоты известны своей агрессивностью и могут убить человека, Джессика очень добрая и никого не трогает. Она не боится людей, и туристы, навещающие семью Тони Жубера, спокойно кормят ее сладким картофелем и поят чаем. Дети даже могут посидеть у нее на спине. Однако, мужчины в белом Джессике не нравятся, вероятно, они напоминают ей о болезненных уколах ветеринара. Она не делает им ничего плохого, но относится с подозрением. Иногда Джессика надолго исчезает, особенно в брачный период. Тони беспокоится, что ее могут убить туземцы, так как местные племена охотятся на бегемотов, несмотря на запрет. Джессика доверяет людям, ведь они ее спасли. Однажды сосед Тони обвинил Джессику в разрушении своего причала и грозился ее пристрелить. Рейнджер обратился за помощью в СМИ, и многие заступились за бедное животное. 8 русских мужчин, живущих неподалеку, навестили Тони, дали свои номера и попросили связаться с ними в случае опасности. Соседу пришлось пойти на мировую, так что Джессика и Тони могут не волноваться, их в обиду не дадут. Тот, кто хочет встретиться с ними, может приехать в ЮАР, власти организуют экскурсии к дому рейнджера. Если повезет, у гостей получится покормить бегемотиху и сфотографироваться с ней.